Вот посмотрите, какой у нас шикарный получился тортик. Графские развалины. Он обалденно нежный, мягкий, сочный и очень ароматный. Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим самый простой, самый легкий, но в то же время вкусный тортик графские развалины. Итак, начали. Яйца, сахар. Взбиваем блендером до состояния пышности. Вот примерно, что у нас с вами должно получиться, да? Масса побелела и увеличилась в объеме в 2 раза. Далее к нашей массе мы добавляем 200 грамм сметаны. Я это сразу делаю на весах. Сметана любой жирности, которая у вас есть под рукой. Все, 200 грамм сметаны добавили. Отставляем в сторонку. Предварительно просеянная мука. В нее мы добавляем чайную ложечку без верха соды и смешиваем. Перемешиваем, чтобы мука и сода равномерно между собой распределились. Муку вводим сразу же в нашу смесь яичную и сметанную. И очень быстренько это все с вами замешиваем. Сначала так аккуратно перемешиваем венчиками миксера, да, для того, чтобы наша мука не разлетелась по всей кухне. И потом потихонечку включаем миксер. Вот такая эластичная масса у нас с вами получилась. Далее мы с вами берем сковородку, круглую, квадратную, да? В общем, скажем так, той формы, которую вы планируете приготовить. Слегка сбрызгиваем ее растительным маслом. И выкладываем в нее ориентировочно 1/3 часть нашего теста. Это все делается на глаз. Ну, смотрите аккуратно, тесто будет подниматься, да, так, чтобы не получилось, что наш корж заполонит и выскочит из нашей сковородочки. Все, отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 200 градусов, в зависимости от, конечно же, вашей духовочки. Пока у нас выпекается первый корж, в оставшееся тесто мы добавляем с вами 2 ложки какао-порошка. И опять же аккуратненько размешиваем. Сначала просто пытаемся это растворить, потому что какао тоже, да, как и мука, имеет такое свойство летучести. И пробиваем. Какао равномерно у нас размешалось. Берем еще одну форму и выкладываем это тесто все в другую форму. Та форма значения не имеет. Круглая, квадратная, без разницы. Идентично форму предварительно сбрызгиваем маслицем, потому что
Если вы обратили внимание, в нашем тесте масло отсутствует. И выливаем все наше тесто в эту форму. Разравниваем. И тоже отправляем в духовку. При такой же температуре, на такое же время, как и наш первый корж. Первый корж готов. Мы отправили загорать второй корж. Первый корж должен полностью остыть. Точно так же, как и второй. Второй корж у нас тоже испекся. И мы тоже даем ему полностью остыть. Но для этого мы его достаем обязательно из формы, да, чтобы у нас не стал влажным внизу, чтобы он был сухой. И выкладываем на какую-то решеточку. Вот таких два красивеньких коржика у нас с вами получилось. И пока они у нас остывают, мы с вами займемся приготовлением крема и будем собирать тортик. Мы с вами приготовим крем. Использовать мы будем с вами в данном случае 33% сливки. Они без сахара, без всяких добавок, присадок, подсластителей. Поэтому мы с вами наливаем сливки. Видите, они такие густые. Именно 33%. Сливки должны быть хорошо охлажденные. Это обязательно. К сливкам добавляем сахар. Ванильный сахар по вкусу. И начинаем взбивать. Взбиваем сливки до тех пор, пока они не станут очень-очень плотными и увеличатся в объеме в 2-3 раза. Вот такая консистенция у нас должна получиться. Видите, все, сливки наши даже не выпадают. То есть они густые-густые стали. Видите, как они увеличились в объеме. Взбитые сливочки оставляем в стороночку, да, и начинаем собирать наш тортик. Значит, первый наш корж, круглый, светлый, мы разрезаем напополам вдоль. То есть превращаем его в 2 пласта. Видите, какое красивое тесто получилось, да? Пупырчатое такое. На дно любого блюда, которое мы планируем собирать наш торт, ложим ложечку взбитых сливок, для того, чтобы у нас было просто сцепление с поверхностью. Укладываем корж. Берем любое повидло, джем, все, что у вас есть дома. Можно просто смазать сливочным кремом, который мы взбили. Но вот в этой ситуации мне все-таки нравится больше, когда присутствует вот такая какая-то кислиночка, да, какой-то такой вот другой вкус. Поэтому мы вот так вот распределяем. Накрываем вторым коржом. И вот здесь вот мы уже смазываем с вами сливками. Смазываем сливочками. Щедро так смазываем, да, вот вы видели, да, такие 2 хорошие ложки я сюда отправила.
Так, и сразу же, да, промазываем бока. Промазываем бока. Как бы выравниваем, да, наш тортик. Торт получается очень высокий и очень вкусный. Все, вот эту часть мы с вами отправляем в стороночку. Далее приступаем к работе с коричневым коржом. Значит, мы изначально у него обрезаем, скажем так, боковинки. С какой целью мы их обрезаем, вы сейчас увидите. Так как они у нас более зажаристые, мы их с вами превратим в крошку. Боковиночки мы с вами пропустим в блендере. Превратим их в мелкую крошечку. А вот эту часть коржа мы с вами просто нарезаем произвольными квадратиками. Какие вам больше нравятся? Помельче, покрупнее. Абсолютно без разницы. Измельчаем. Вот у меня примерно получаются квадратики. Где-то вот такого плана. Они не должны быть у нас ровными, идеальными. Как будет выходить? Итак, измельчаем весь корж. Итак, корж измельчили, но так как он у меня еще немножко тепловатый, да, внутри, даем ему чуть-чуть остыть. А сами, тем не менее, займемся, превратим нашу обрезки нашего коричневого коржа в крошечку. Вот такая крошка у нас с вами получилась. К ней мы добавляем с вами грецкие орехи, измельченные предварительно. И все вот это вот так вот перемешиваем. У нас остался с вами крем. В него мы прямо вот в эту емкость, которую взбивали. Поэтому емкость сразу берите побольше. Просто добавляем наши остывшие. Они должны быть обязательно остывшие, да? Кубики. И все это перемешиваем. Так, чтобы ориентировочно каждый наш кусочек был покрыт кремом. Но не превращаем это все в кашу, да? То есть мешаем так это не очень активно, а так слегка. Теперь на наш корж укладываем все наши кубики. Просто вот берем и вот так вот выкладываем горочкой. Горочкой вот так вот. И конус, да, то есть такую, как бы формируем такую гору, да, развалину. Аккуратненько помогаем себе руками, да, чтобы как бы наша вот эта шапочка полностью вот так вот распределилась по нашему белому коржу сначала. Вот так вот красиво. Посмотрите, как красиво у нас получается, да? Просто шедевр. Ну, а вот теперь, да, когда мы первый слой, скажем так, выложили, теперь мы вот здесь вот просто так хаотичненько выкладываем. Выкладываем, как пойдет. Вот
такая развалина у нас с вами красивая получилась. Все, и вот теперь вот эту всю красоту мы просто засыпаем оставшейся крошкой с орехами. Вот так вот прокручиваем. И прям вот полностью по нашему этому посыпаем. Посмотрите, какая красота. Наш тортик готов. Он шикарно выглядит. Даем ему постоять буквально часик. И приглашаем всех на вкусное чаепитие. Вот посмотрите, какой у нас шикарный получился тортик. Графские развалины. Он обалденно нежный, мягкий, сочный и очень ароматный. Я желаю вам всем приятного аппетита, счастья и здоровья.